Друзья, здравствуйте. Давайте на чистоту. Если Омар Хайям сказал «вино запрещено, но есть 4 «но», смотря кто, с кем, когда и в меру пьет вино, при соблюдении сих 4 условий всем здравомыслящим вино разрешено, то про курение он такого не говорил. Так вообще можно сказать про все, кроме курения. Любой продукт, употребленный не в меру, наносит вред. Любой продукт, употребленный сверх нормы потребления, это яд. Особенно курение. Не бывает курения в меру. Любое курение убивает. Я искренне не знаю, как так получилось, но недавно я осознала, что курю уже почти 8 лет. Почти столько же, сколько занимаюсь фотографией, но нет, это не связано. Но 8 лет это, блять, треть моей жизни. Это много, и вы слышите, к чему меня это привело. И да, почти все 8 лет я курила электронные сигареты, но в рационе были и обычные время от времени. Я не из тех людей, которые будут утверждать, что электронные сигареты полезнее аналоговых. Я буду утверждать, что они лишь не так омерзительно воняют. И я задумалась, а зачем люди курят? Зачем я начала курить? Зачем я продолжила? И если найти ответ для своего случая оказалось просто, и ответа здесь на самом деле два. Почему я начала и почему я продолжаю? Сейчас я их дам. То найти ответ, а зачем курят другие люди, какой в этом смысл, немного сложнее. Знаете, я начала курить потому, что хотела. Потому что мне это нравилось, визуально, эстетически. И, конечно же, когда я начинала, я знала о вреде курения. Все детство мне рассказывали о том, насколько это смертельно опасно и что будет со мной, если я попробую свою первую сигарету. Приводили примеры и все такое, но ничего из этого не сработало, как не сработало и у тех, кто тоже начал курить. Любой человек, родившийся примерно после 1980 года, может быть и ранее, знал с самого детства, что курить смертельно опасно. Но многие начинали и многие продолжали. И я тоже знала, но мне это нравилось. Я люблю курить, знаете, как в том анекдоте, лишь бы губы и торчали. Я начинала курить ромашковый чай из пакетиков, завернутые в офисную бумагу, потому что достать настоящие сигареты было невозможно. Я делала портсигары из пластиковых упаковок от аудиокассет. Ну, согласитесь, идиотия. Но зачем-то же я посвящала этому свое время, будучи ребенком. Это было оправдание. Возможно, настоящая причина того, что я начала курить, была в том, что всю свою жизнь я хотела как можно быстрее покинуть этот мир, хотя до определенного возраста и не осознавала это. Поэтому таким образом реализовывала это скрытое желание. Что ж, а продолжаю я курить только по одной причине. Физико-химическая и поведенческая мании уже сформировались. И я слаба, чтобы их побороть, несмотря на то, что я ипохондричка. Теперь я ощущаю каждую выкуренную сигарету как палочку смерти, которую я съедаю. Сразу после того, как бычок оказывается в помойке, я начинаю искать у себя признаки скорейшей смерти. Но через несколько часов желание снова чувствовать это приятное самоубийственное жжение в трахее и сильнейшее желание почесать что-то внутри головы, что нельзя почесать, не затянувшись, перевешивают, и из пачки достается еще одна. И я стараюсь успокаивать себя мыслями, что тот прекрасный человек из моего университета выкуривал по 2 пачки сигарет в день, а я-то всего 4, иногда 5, что в сравнении это совсем немного. Но это не работает. Как я и сказала в начале, принцип Хайяма неприменим к курению. Девочки, если вы не хотите себе такой же голос, пожалуйста, не курите. Договорились? Ты чё, мы же договаривались. И тут выясняется, во-первых, что они не договаривались, что она после этой правды не бьет его светильником по голове. А во-вторых, что такие вопросы задаются с единственной целью – услышать в ответ «нет». И все же, а почему курят все остальные люди? Для себя вы найдете ответ, я уверена, самостоятельно, как и 1000 причин и оправданий. Давайте заглянем в историю. Курение действительно имеет глубокие культурные корни, которые варьируются от страны к стране, и понимание этого исторического пути помогает раскрыть философский взгляд на это явление.
например, курение в древних культурах Америки. Культура табакокурения зародилась в Америке, где коренные народы использовали табак задолго до прибытия европейцев. В культуру коренных народов Америки табак входил как сакральный элемент. Он использовался в ритуальных практиках. Там курение табака было не просто привычкой, но частью духовных ритуалов. Индейцы верили, что табачный дым передает их мысли и просьбы духам. Также в священных обрядах и как знак мира, например, трубка мира, которую курили в знак примирения вражды, стала одним из символов дипломатии среди племен. Распространение табакокурения в Европе. Когда Колумб и последующие исследователи привезли табак в Европу в конце 15 века, он стал объектом большого интереса, и вскоре его начали культивировать. Например, его начали использовать в медицине. В 16 веке табак воспринимался как лечебное средство, способное избавлять от головных болей, зубных, желудочных заболеваний. Табак даже называли священной травой и лекарством от множества болезней. В начале курение табака было элитарным занятием. Его употребление среди европейских монархов и дворян только подогревало интерес к нему у остальных людей, для которых это было непозволительно по статусу или финансам. Даже если у тебя оказались каким-то образом деньги, то как ты попадешь в то место, кто тебя пустит в то место, где затариваются дворяне и аристократия? В Османской империи, в Персии и на Ближнем Востоке курение распространилось через торговые пути. В Персии и Османской империи особенно распространился кальян, который стал атрибутом культурных встреч. Кальянное курение воспринималось как эстетический и философский ритуал, объединявший людей для долгих бесед и размышлений. Для социальных собраний курение кальяна стало основой для общественных и философских дискуссий, что добавляло курению особую значимость как способу общения и совместного размышления. В Россию табак попал благодаря англичанам в 17 веке и, несмотря на сопротивление церкви и государственных запретов, прижился. Петр I, Петр Великий, способствовал легализации табака, понимая, что он приносит государству доходы. С этого момента курение стало более распространенным среди широких слоев населения. А в 19 веке курение стало символом имперской мощи и культуры, ассоциируясь с мужественностью и военной выправкой. В Азии, особенно в Китае и Японии, табак также стал частью общества, но там его восприятие и употребление отличались от европейских. Трубки и церемонии, представьте, в Японии, в Китае табак часто курили в длинных трубках. Это курение носило неспешный, почти церемониальный характер, сопутствовало чайным церемониям, разговорам о философии, о прекрасном, о великом. Курение в Азии имело свои ритуалы и часто было связано с понятиями уважения и подчеркивания статуса. Например, в Японии гостей часто угощали трубкой с табаком как знаком почтения. И все вы помните эти прекрасные чубуки, которые курили у Николая Васильевича Гоголя. Я снова к нему отсылаюсь. Мне в 7 классе рассказали, как курится чубук, и уже тогда мне было очень интересно попробовать. Курение в 20 веке прошло путь от символа свободы до социальной проблемы. С конца 19 века с появлением фабрик по производству сигарет курение стало массовым и в значительной степени утратило свои ритуальные черты, превратившись в повседневную привычку. В 20 веке курение стало символом независимости и самовыражения, особенно после Второй мировой войны. Например, процесс женской эмансипации в США и в Европе часто ассоциировался с сигаретой как с символом независимости. Кино и реклама добавили романтизированное представление о курении, ассоциируя его с образом бунтарей и героев. Но по поводу вреда. Уже во второй половине 20 века, как я и говорила, исследователи доказали вред курения. И с этого момента оно стало скорее социальной проблемой, а культура курения начала восприниматься как негативное явление. Но все же, курение изначально было окутано мистикой и сакральностью, и многие культуры включали его в ритуальные практики, мы обсудили с вами. Это было связано с глубокими философскими аспектами, общения с духами, поиском единства с природой или созерцанием, а это именно то, чем жили эти люди. Их жизнь была пронизана этими элементами, и курение было очень большой частью жизни этих людей. В современности, однако, курение часто ассоциируется, как мы с вами все привыкли, с зависимостью и социальным давлением. Хотя в некоторых культурах курение остается как элемент в виде
парапсихологических и философских практик. Вы знаете, а ведь есть еще и сахар, а есть еще и соль, а есть еще и красное мясо. Про алкоголь я вообще молчу. Да-да, в меру нет никакой философии курения. Люди просто живут и просто умирают. Они выбирают разные способы жизни для себя и ее ведения и привычек в ней. Люди сознательно идут на то, чтобы укоротить свою жизнь тем или иным способом, потому что им это нравится. Потому что это вкусно, потому что это сладко, потому что это за компанию. Поэтому давайте будем с вами делать те выборы, за которые можем нести ответственность. И помните, есть только один результативный способ бросить курить. Взять и перестать курить. Как факт, прекратить это делать. Все остальное не работает. Если вы не можете просто перестать курить, значит вы этого не хотите, значит вы недостаточно мотивированы. Черт возьми, среди нас были даже те, кто с любовью отдали свою жизнь курению. Посмотрите на историю, трагедию жизни нашего великого, прекрасного, дорогого, всеми нами любимого. Что сие значит? Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала, пока не дождалась. Когда сбросилась в последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент. В общем, все умерли. Александра Абдулова. По каким-то причинам эти люди сделали это. Но по каким? Поговорим еще немного о зависимости и добавим для разнообразия обсуждения алкоголя. Исследования показывают, что предрасположенность к зависимостям, включая курение и употребление алкоголя, зависит от множества факторов, таких как генетика, психология и социальная среда. Но существуют и генетические факторы. Гены играют важную роль в предрасположенности к зависимостям, и это касается как никотиновой, так и алкогольной зависимости. По поводу нейромедиаторов. Исследования показывают, что гены, отвечающие за синтез и регуляцию нейромедиаторов, например, дофамина, связаны с повышенной предрасположенностью к зависимостям. Люди с определенными вариантами этих генов могут сильнее реагировать на стимулы, которые повышают уровень дофамина, что делает их более уязвимыми к формированию зависимостей. Есть и гены, влияющие на то, как быстро организм метаболизирует вещества. Например, люди с быстрым метаболизмом никотина могут испытывать более сильную тягу к курению, так как никотин быстрее покидает их организм, а для сохранения эффекта требуется большее количество сигарет. А что насчет психологических и личностных черт? Психологический профиль и черты личности также описывают значительное влияние на склонность к различным типам зависимостей, и на этом пункте я хочу акцентировать внимание, так как я любительница копаться именно в душах, и если в следующих пунктах вы не находите себя, это не значит, что они для вас несправедливы, это значит, что вы, может быть, этого еще в себе не осознали. Простите, часовню тоже я развалил? Ну, допустим, импульсивность и склонность к риску. Люди с более высоким уровнем импульсивности, ищущие новых ощущений, склонные к риску, чаще становятся зависимыми от курения и алкоголя. Это объясняется тем, что такие люди нередко используют стимуляторы для эмоционального возбуждения и для преодоления скуки. Тревожность и депрессия. Люди, склонные к тревоге и депрессии, часто начинают курить и употреблять алкоголь как способ справиться со стрессом и напряженностью, потому что существуют исследования, которые показывают, что курение может временно снижать уровень стресса, что приводит к зависимости, но, в общем-то, это вы ощущали и на себе. Самооценка и устойчивость к социальному давлению – это именно то, о чем нам говорили родители в детстве, именно то, почему мы плевались в детстве в волка из «Ну погоди», и то, почему вы сейчас срете в мои комментарии. Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, мы подадим жалобу в высшей инстанции. Люди с низкой самооценкой или люди, склонные к следованию мнению окружающих, могут начать курить или употреблять алкоголь, другие вещества под влиянием социальных факторов. За компанию, вписаться в компанию, потому что компания, если бы не компания, вот эта вся хуйня, вы все без меня знаете. Ну, дальше, да, то есть окружающая среда. А что еще? А что еще заставило вас, меня, наверное, кино, да?
а большую часть людей действительно окружающая среда, потому что есть и семейные истории, то есть в семьях, где есть история курения или алкоголизма, дети могут быть более склонны к принятию таких моделей поведения, а могут и наоборот быть совершенно против. А помимо генетической предрасположенности, здесь велика вероятность, что дети перенимают привычки родителей или окружающих других членов семьи. Друзья и социальное окружение часто влияют на это поведение. То есть в компаниях, где курение или употребление алкоголя, я и в следующий раз так скажу, является нормой, человек, особенно в подростковом возрасте, с большой вероятностью начнет подражать и даже с большей вероятностью начнет подражать и сформирует зависимость. Культура и социальный статус, культурные представления, уровень доступа к ресурсам также могут играть эту роль. Например, в некоторых странах курение – это привычка, распространенная среди представителей низших слоев общества, тогда как в других культурах курение может ассоциироваться с престижем. Вот это вот вся история, когда 5:50 утра, стики Найкос кончились, зарядка Найкос потерялась, блять, и последняя просека уже высосана просто, и как бы все, надо по домам, девочки, пиздец. Просто понимаете, курить тоже можно по-разному. Кубинские сигары и донской табак – это вещи несравнимо вредные. Ну, кстати, да, а по поводу зависимости от типа вещества. То есть курение чаще выбирают люди с повышенной тревожностью, так как никотин обладает свойствами, снижающими стресс, улучшающими концентрацию. То есть, опять же, и мы знаем про все эти образы. Детективы, полицейские, которые курят и думают, все время думают, сигареты помогают. Ну, может быть так, может быть нет. Сходите к Панчину, он 3 дня назад выпустил видео, в среду. Вот он вам про это расскажет. Я в общих чертах про философию. Но на сегодняшний день ученые сходятся во мнении, что предрасположенность к зависимостям – это сочетание генетических, психологических и социальных факторов. Курение и алкогольная зависимость имеют свои уникальные черты, но часто причины и механизмы, приводящие к зависимостям, пересекаются. Мы с вами это сейчас посмотрели. Таким образом, можно сказать, что склонность к зависимостям – это результат сложного взаимодействия внутренних и внешних факторов, где личные семейные истории, культура, генетика и психология создают предпосылки для того, как человек воспринимает и начинает использовать различные вещества, понимаете? Я думаю, если в вашей жизни найдутся причины, по которым вы захотите жить дольше, и вам будет не все равно, что с вами будет и как скоро, то вы и не будете курить. Курить после физнагрузок очень вредно. Не будете пить и далее по списку. Вы знаете, что и это не гарантия, и что дерьмо случается, и что вам может быть стать скучно. Вдруг у вас будет 100 миллионов, а вам и что и надо, кроме и все. Но вы хотя бы сделали все, что от вас зависит, до того момента, как начали употреблять что-либо из перечисленных веществ. Та самая ужасная фраза: вы сделали все, что от вас зависит, чтобы не попробовать. Ну а если вы попробовали, вы сделали все, что от вас зависит, чтобы попробовать. Аплодисменты. Друг другу просто. Охуенная идея. Знаете что? Не берегите свое здоровье. Хотя, конечно, берегите, занимайтесь спортом и живите так, чтобы вам было не стыдно за свою жизнь. И чтобы ваша жизнь и ваше личное курение не мешало тем, кто не курит. И помните... Курение – это яд. Минздрав предупреждает. А Колумб? Ни в чем не виноват. И помните, ссылки на мои соцсети в описании к ролику, там же вы можете поддержать канал на Бусти. А на сегодня все. До новых встреч. Пока. Свою жизнь. И чтобы ваша... Спокойно. Все, тут нормально все. Тогда как в других странах курение может ассоциироваться с престижем или наоборот со здоровым образом жизни, что влияет на... С каким нахуй здоровым образом жизни, блядь, чё?